Был пациент, турист в провинции Бокас-дель-Торо на острове. У него были многочисленные переломы. Очень тяжелый случай, вот мы его эвакуировали. Как давно вы открыли компанию и чем вы на сегодняшний день занимаетесь? Меня зовут Хосе Агустин Родригес. 10 лет назад мы основали эту компанию и занимаемся эвакуацией пациентов воздушным путем по территории Панамы. Откуда возникла идея открытия этой компании? Прежде чем основать эту компанию, мы сделали всеобъемлющее исследование рынка именно вот этих услуг по эвакуации воздушным путем. Совершили вот эту вот работу исследовательскую, только потом мы уже приняли решение основать эту компанию. В силу того, что эти услуги очень востребованы. Сильная конкуренция на сегодняшний день на эти услуги? Этот рынок в Панаме довольно такой замкнутый. Панама страна довольно небольшая, но у нас конкуренции в этом деле нет, поскольку на данный момент мы являемся единственным поставщиком этих услуг. Мы взаимодействуем в тесном сотрудничестве с другими компаниями по оказанию медицинских услуг. И мы занимаем свою нишу, в общем-то, без конкуренции. Сколько транспортных средств вы на сегодняшний день имеете? Для оказания этих услуг мы располагаем флотом в количестве 3 вертолетов и 1 самолета. Сколько машин скорой помощи вы имеете? Вы говорили, что вы еще имеете машины скорой помощи. У нас 2 машины скорой помощи типа «Б», оборудованные всем необходимым для поддержания жизни и реанимации. Вот это вот конфигурация медицинского вертолета с носилками, с кислородом и измерительными приборами. С этой стороны пациент, летчик и врач, либо парамедик. Туда поместится 2 медика? Да, обычно 1 врач и 1 парамедик. А если родственник у больного, вы его не возьмете? Сначала ситуация оценивается, квалифицируется, и в случае, необходимости может быть 1 врач, 1 парамедик, и в этом случае могут захватить и родственников. Детей вы тоже транспортируете? Да. Здесь полностью есть аппараты ИВЛ, кислородные баллоны. И кислородные баллоны у вас рассчитаны на определенное расстояние, либо есть дополнительные? Вот этих 2 кислородных баллонов хватает для любой транспортировки по территории Республики Панама. Для детей какое-то дополнительное оборудование есть? Зависит от состояния здоровья ребенка. И в случае необходимости можем добавить оборудование. Что входит в медицинскую укладку? Есть ли там наркотические средства для стабилизации больного? Да, есть и наркотические составные. Были ли случаи перевозки маленьких детей до 1 года? У нас даже инкубатор есть. Сюда новорожденных можно. Специальный авиационный инкубатор. А врач-неонатолог есть для использования этого инкубатора? Есть. Вы летаете только по Панаме или также вы летаете за границу? Изначально, конечно, мы летаем только по Панаме. Но у нас есть союз, деловой союз с американской компанией, которая производит эти перевозки уже за пределами Панамы. Как часто к вам обращаются люди, иностранцы? Либо это только страховые компании? Мы работаем в основном с частными лицами, с частными клиентами. И очень часто к нам обращаются предприятия, компании, именно с просьбой о воздушной эвакуации. С страховыми компаниями мы не так много работаем. Это в основном заявки приходят от частных лиц и от нанимателей, то есть от корпоративных клиентов. Были ли какие-то крупные мероприятия в Панама-Сити, где необходимо было участие в воздушной эвакуации, то есть сопровождение с воздуха, мало ли что произойдет на земле? Часто происходит так, что европейские компании, допустим, телевизионные компании из Франции, Испании, других стран,
приезжают сюда где-то на месяц снимать какое-нибудь реалити-шоу, и нас задействуют на этот месяц на какой-нибудь вероятный случай, что что-то может случиться. Вот такие вот мероприятия мы сопровождаем. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечении за рубежом для иностранных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию, медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. И пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Какой, по вашему опыту, был самый тяжелый случай транспортировки воздухом? Говоря о сложности травмы, вот таких несчастных случаев, это те ситуации абсолютно непредвиденные, где получаются самые тяжелые случаи пациентов. В основном это бывает инфарктное состояние и дорожно-транспортные происшествия. Вот там бывают очень серьезные пациенты. Самый последний случай, который вы помните, какой был? Был пациент, турист в провинции Бокас-дель-Торо на острове. У него были многочисленные переломы. Очень тяжелый случай, вот мы его эвакуировали. Это был иностранный турист, и его потом вы сопроводили за границу, либо вы только до клиники его довезли? Только до больницы в Панаме мы его сопроводили. Сколько больниц в Панама-Сити имеют возможность для принятия воздушного судна, то есть вертолета? На настоящий момент 2. Это государственная больница Санто-Томас и частная клиника Панама-клиник. Обладают своими вертолетными посадочными площадками. В Давиде и в Колонии есть площадки, где принимают вертолет? Да, там есть вертолетные площадки, но обычно вертолет, он максимально близко подлетает к тому месту, откуда надо забрать пациента, поскольку вертолет может садиться практически везде, естественно, соблюдая все меры безопасности. Нужно ли спрашивать разрешение на вылет, либо вы можете самостоятельно без разрешения в воздух подняться? Всегда должно быть разрешение. То есть, если разрешение не получено, вы вылететь не сможете? Это обычная процедура бюрократическая, это не проблема. Где вы дозаправляете свои транспортные средства? Можем без проблем дозаправляться в провинции Верагуас, Давид, Бокас-дель-Торо, но есть цистерна, заправляющая цистерна, которая может подъехать практически в любое место, где сядет вертолет. Что входит в состав машины скорой помощи? Какие укладки медицинские и какое оборудование? Наши скорые помощи оборудованы всем необходимым для спасения людей в тяжелых критических ситуациях. То есть как базовые реанимации, базовый уход за пациентов, так и экстренный. То есть все необходимое имеется. Есть там травмоукладка, детская укладка? Есть. Наркотические средства тоже в машине скорой помощи имеются? Да, есть. Требования по оснащению скорой медицинской помощи вам выписывает Минздрав или как-то по-другому формулируются? Все требования изложены в требованиях Министерства здравоохранения, и после соответствующей проверки оно выдает сертификат для каждой машины скорой помощи.
Какие были самые тяжелые случаи перевозки больного на машине скорой помощи? В основном это травмы, случаи травмы.